Огромное заблуждение, что тренировка Full Body – это какая-то двухчасовая мясорубка в зале, где вы проходитесь по каждой мышце десяткам упражнений. Вы забиваете тренировку до отказа, а через пару месяцев застреете в прогрессе и уже не понимаете, что увеличивать дальше – веса, повторы или просто время тренировки. Другая крайность – это когда тренировка на все тело превращается в один подход на каждую мышцу, просто чтобы поставить галочку, мол, тренировался же на все тело. В реальности рабочая Full Body выглядит иначе. Это относительно короткая тренировка с минимальным количеством упражнений, но максимально эффективных, с оптимальной частотой нагрузки в неделю и таким восстановлением, при котором вы реально становитесь сильнее, а не просто страдаете от большого объема нагрузки и однообразия. Первое, что нам нужно сделать, это сократить список упражнений минимум в 2 раза от вашего текущего сплита и оставить только те, на которых вы сможете добиться максимального роста мышц, без перетренированности и травм. Поговорим об этом, опираясь на мой тренировочный опыт с 2011 года и работу с другими спортсменами. Кстати, на этом YouTube-канале доступно несколько звуковых дорожек. Вы с легкостью можете переключать язык озвучивания в настройках видео, инструкция на экране. Часто упражнений становится много, когда мы по сути делаем одно и то же движение, но под разными углами и разными хватами. Например, куча вариантов разгибаний на трицепс или отжиманий с разными хватами. С анатомической точки зрения работа трицепса почти не меняется. Все головки сходятся в одно сухожилие, длина волокон остается той же. Хват не дает принципиально нового стимула. Вывод: не нужно 3-5 почти одинаковых упражнений на одну мышцу. Выберите 1-2, но удобных по углам и выжимая из них максимум. По количеству тренировок в неделю Full Body отлично работает 2-3 раза в неделю. 4 – это уже для тех, кто очень хорошо восстанавливается. Оптимальная отправная точка для большинства – 3 тренировки в неделю. 2 тренировки, может быть недостаточно. Вместо того, чтобы делать условно 6 подходов на мышцу за одну сплит-тренировку раз в неделю, вы разбиваете тот же объем на несколько сессий. Например, 6 подходов на спину в неделю – это 3 тренировки по 2 подхода. Первый сет почти всегда самый качественный. Вы полны сил и энергии, техника стабильнее, нервная система не загружена. Когда вы делаете 3-4 упражнения подряд на одну группу мышц, каждый следующий подход идет уже на пределе сил, техника портится. При Full Body у вас 1-2 реально тяжелых и сконцентрированных подхода на мышцу в каждой тренировке, и вы успеваете восстановиться к следующему тренировочному дню. Еще один плюс Full Body – лучшее восстановление между упражнениями. Если вы выстраиваете занятия по принципу вверх тела, затем низ, снова вверх, между этими упражнениями на пресс и снова низ тела, то, например, пока работают ноги, верхняя часть тела получает дополнительный отдых и наоборот. В сплите часто вы 30-40 минут подряд тянете только на мышцы спины, либо только толкаете на грудь. И локальная усталость растет намного быстрее, и ко 2-3 упражнению вы уже не можете показать хороший результат. Стартовая схема, на которую ориентироваться, такая: 2 подхода на упражнение, 6-10 повторений в основных базовых движениях и 3 тренировки в неделю. Если вы планируете 6 рабочих подходов на мышцу в неделю, логично сделать 3 тренировки по 2 подхода в каждой, а не одну тренировку из 6 подходов до мышечного отказа. Так проще держать качество и технику. Full Body – это часто не про многоповторку в каждом упражнении, чтобы хватило сил идти до конца. Если уже на первых упражнениях вы выкладываетесь по 20-30 повторений до отказа, дальше программа нарушается и тяжело доделать план. Лучше усложнять само упражнение, использовать прогрессии в калистенике или дополнительный вес, а не бесконечно поднимать количество повторов. Изоляцию уже можно делать в более высоком диапазоне – 12-15 повторений. Но основную базу разумно держать в районе 6-10 повторений. Смысл Full Body – это частый, качественный стимул, а не разовое разрушение мышц на тренировке. Поэтому имеет смысл работать с небольшим запасом 1-2 повторения, когда вы останавливаетесь за 1-2 повтора до полной отказной точки, до максимума. Для новичка это требует времени, чтобы понять, когда будет отказ и когда стоит остановиться. По мере приближения к отказу в упражнении вы будете замедляться, делать в менее взрывном стиле, вы научитесь чувствовать, сколько около отказных повторений осталось. Смысл не делать постоянно до отказа. Можно описать это так. Вы ведете машину по маршруту из точки А в точку Б к отказу.
но останавливаетесь за 1-2 заправки до нее. В результате вы проехали нужное расстояние, то есть получили стимул для мышц роста, но и не рискуете застрять под конец дороги, если бензин закончится. И отдохнув, вы можете ехать дальше, проводить новую тренировку. В результате проедете дальше. До полного отказа есть смысл доходить точечно, на ключевой точке вашего плана для замера прогресса или при очень маленьком объеме. Один тяжелый сет на упражнение в малом повторном диапазоне. Если каждое упражнение доводить до максимума, то full body быстро забуксует и будет плата или регресс. Атлеты, мой личный тренировочный стаж с 2011 года, а обучаю других как тренер с 2019. На сайте доступны десятки отзывов. Если вам нужно улучшить базовую физическую подготовку с собственным весом или отягощениями, освоить силовые элементы или скорректировать питание, похудение или набор мышечной массы, свяжитесь со мной, чтобы приобрести персональный план. Сначала я отправлю анкету и дам подробную обратную связь, чтобы узнать ваш уровень подготовки, историю возможных травм и противопоказания. А также покажу видеопример того, как проходит наша работа. После этого вы сможете оценить формат, и я составлю индивидуальную программу. Контакты под видео. Full body отлично заходит для дворовой площадки или дома, потому что почти все упражнения калистеники многосуставные, и сложно изолировать мышцы для сплита. Вместо того, чтобы забивать тренировку десятком вариаций упражнений, достаточно выбрать 4-6 ключевых движений и повторять их чаще, но небольшим объемом за раз. Как может быть выстроена схема full body в калистенике? Тяга, подтягивание или выходы силой, или австралийские подтягивания. Жим, отжимания на брусьях или отжимания от пола, или отжимания в стойке. Ноги, приседания, выпады, приседания на одной ноге. Кор, подъем ног на турнике, вариации планок. А вот теперь сократим и уже пример оптимально необходимой схемы для full body. Первым упражнением делаем приоритетное – отстающие мышцы или навык из калистеники. 1-2 подхода. Далее тяга, подтягивание или выходы силой, 1-2 сета. Ноги, приседания или выпады, 1-2 сета. Жим, брусья или отжимания, 1-2 сета. И мышцы кора, тоже 1-2 сета. Разогревающие подходы мы не считаем в этот основной объем. Они нужны там, где упражнение сложное или с отягощением. И делаем их дополнительно. Чтобы тренировка не растягивалась на 2-3 часа, если упражнений и подходов становится больше, сочетайте упражнения в суперсетах на разные группы мышц. Подтягивание плюс пресс, приседания плюс отжимания, тяга плюс жим. Так вы экономите время на отдыхе между подходами. Мышцы успевают восстановиться, пока работает другая группа. Продолжительность отдыха индивидуальна. Для кого-то это до нормализации дыхания, для кого-то четко 1-3 минуты под таймер. А если пауза между подходами достигает 5-7 минут и более, тренировка неизбежно растягивается. Но действительно на сложных базовых приоритетных упражнениях иногда действительно стоит дать себе больше отдыха, чтобы сделать качественный сет или повысить вес отягощения. Еще один миф – для роста мышц и силы нужен только сплит тренировки. На самом деле, некоторые исследования показывают, что тренировки мышечных групп 2 раза в неделю может давать лучшую гипертрофию, чем раз в неделю, особенно для новичков. А при равном недельном объеме сплит и full body дают схожие результаты и по силе, и по мышцам. Следующий миф – full body только для новичков. Это неверно. При правильном планировании full body может привести к пику прогресса натурального атлета. Обеспечивается более частый стимул для мышц и навыков калистеники. Сплит – это когда вы даете много упражнений и подходов по одной мышечной группе за раз и ждете неделю до следующей тренировки. Full body – это не тренировка всего и сразу, а умное перераспределение того же недельного объема, меньше подходов на мышцу за тренировку, но чаще, стимул в течение недели, плюс чередование вверх-вниз и база-изоляция для лучшего восстановления. Теперь ваша очередь. Напишите в комментариях, как вы тренируетесь, сплит или full body, что уже пробовали и где уперлись в плато. Если вы согласны с этим подходом или если есть аргументы для критики, тоже дайте знать в комментариях, конструктивной. Напишите, какое изменение в своей программе сделаете первым после просмотра этого видео. Урежете упражнения, разделите объем или, может, начнете чередовать вверх и низ тела в рамках одной тренировки
Бонус к этому сюжету, больше информации я оставлю в телеграм-канале, там же будут источники исследований и другие материалы для подготовки этого выпуска. А если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно туда загляните. Там ждет дополнительный тренировочный контент и чат атлетов для общения и взаимоподдержки. Присоединяйтесь по ссылке под видео. Если вас интересуют силовые тренировки, загляните на вот это видео на канале Workout Man или просто напишите мне. Составлю программу тренировок под ваши цели. Все отзывы и детали на сайте.